Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить ленивые вареники на завтрак. В миске у меня 300 грамм творога жирностью 9%. Жирность творога по вкусу. Творог разминаю лопаткой. Добавляю по вкусу примерно 1/3 чайной ложки соли и чуть больше половины столовой ложки сахара. Перетираю творог с сахаром и солью. Мой сын любит посыпать ленивые вареники сахаром и ест их со сметаной, поэтому сахара в тесто я кладу немного. Вы положите больше, так как это количество сахара в варениках не чувствуется. Добавляю одно яйцо и перемешиваю. При желании можете добавить в тесто ваниль. Если хотите, чтобы тесто получилось более гладкой консистенции, можете творог предварительно протереть через сито. Добавляю 20 грамм растопленного, но не горячего сливочного масла по вкусу и перемешиваю до однородности. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Пшеничную муку в тесто добавляю по 2 столовые ложки и перемешиваю. Муку я заранее просеяла. Сколько муки уйдет в тесто, зависит от влажности вашего творога и муки. В миске уже мешать неудобно. Коврик для теста притрусила мукой и выкладываю тесто. Замешиваю гладкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто. И при необходимости добавляю муку. Тесто готовится быстро, поэтому в кастрюлю налила 2 литра воды и поставила воду кипятиться. Муки в тесто у меня ушло примерно 8 столовых ложек с горкой. И еще 1 столовая ложка муки ушла на обваливание ленивых вареников. Вот такая консистенция теста у меня получилась. Для удобства делю тесто на 2 части и каждую часть раскатываю в жгут. Чем тоньше будет жгут, тем быстрее потом сварятся ленивые вареники. Делю тесто на кусочки и каждый кусочек обваливаю в муке, чтобы потом мои ленивые вареники не слиплись во время приготовления друг с другом. Со вторым куском теста процедуру повторяю. Мои ленивые вареники по размеру не маленькие и толстенькие. Сын любит такие. Вода почти закипела. Я ее солю и в кипящую воду отправляю ленивые вареники. Перемешиваю и готовлю на среднем огне, пока они не всплывут. Всплыли вареники примерно через минуту. Огонь немного снижаю, перемешиваю и варю до готовности. Как я уже говорила, время приготовления зависит от размера ленивых вареников и их толщины. Готовые вареники достаю из воды и поливаю растопленным сливочным маслом. Вот такие ленивые вареники у меня получились. Как видите, рецепт простой, из доступных продуктов. Готовятся ленивые вареники достаточно быстро и получаются вкусными. Ленивые вареники – отличный завтрак для семьи. Мы с сыном любим их есть со сметаной. Приготовьте такие ленивые вареники, они вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!